Мы летим в Турцию в поисках снега. Очень долго ждете свои вещи. Мы живем на втором этаже, здесь очень круто. Ребят, я на самой горе, здесь ничего не видно. This is a problem, man, yeah? Друзья, но это же другое дело. Посмотрите, как круто. Выглядят эти дома в этих скалах. Ребят, ради этого стоит приехать, точно? Друзья, всем привет, мы в аэропорту Борисполь. А это значит, что мы отправляемся в новое путешествие. На этот раз у нас будет тест курорта. И мы в поисках снега. Воу-воу-воу, друзья, мы прилетели. Собственно, тут даже бар. И, в принципе, чувствуется зима, хотя и тепло. В ближайшее время я вам покажу, как это все работает. Значит, прилетаете в аэропорт, очень долго ждете свои вещи, а потом все как в Турции летом. Автобусики. Про то, где мы едим, в нашем отеле есть вот такая вот история под названием All Inclusive. Как бы еда, в принципе, нормальная. Много всего, очень похоже на все то, что вы когда-то ели в Египте, либо в Турции. Сейчас будем тестить. Gracias. Дякую. Вот это да, вот так вот происходит. Короче, туман очень жесткий, ничего не видно. Представляете, как на трассе. This is a problem, man, yeah? Ребят, я на самой горе, здесь ничего не видно. Ребят, ну мы сейчас на высоте, я не знаю, наверное, 2 там с чем-то. Фух, ветер поднялся такой, что кабину качает просто, ну, я не знаю. Смотрите, как борт считает. Если честно, мы стоим и не едем. Ну, как-то так, Йоу, мы добрались, высота 2636. Ребята, такое ветерканище. Ну что, ребят, это немножко другой уже формат каталки. Мы переехали в гору. Я вам скажу честно, здесь вообще нет ни дождя, ни ветра. И все очень хорошо видно. Тот туман, который был буквально 20 минут назад, с другой стороны горы, совершенно воспринимается по-другому. Сейчас будем катать, покажу вам, как это происходит. Но это же другое дело. Посмотрите, как круто. Сейчас мы поднимем квадрокоптер. Из тумана мы выбрались прямо на солнышко. Ну что, немного вам расскажу про Airkeys каяк. Вот именно этот курорт, на самом деле их тут несколько. Это один из лучших нам показалось, потому что там был очень жесткий туман. И мы приехали сюда, мы один раз поднялись на кэбл-кар. Трусило просто нереально. Я вам показывал это на видео. И, собственно, все закончилось. Закончилось потому, что он остановился. И сейчас мы думаем, что нам делать. Нереально тепло, даже жарко. И тут есть такая штука. Это такая слуп-труба, которая поднимает тебя на конвейере, и ты можешь поучиться покатать. Для тренировок это место очень даже неплохое. Ребят, ну, если у вас нет возможности поехать по одному, вы можете поехать так, как мы. Или вот так. Смотрите, там еще два. Твоя рука. Это же. Это второй день, и на самом деле во второй день еще жестче погодка. Вот кабина едет в полном тумане. Я не знаю, как мы будем спускаться. Сейчас мы попробуем, но это жесть. Говорил, ребята, облака опустились и ничего не видно. Ребят, наверху с погодой намного лучше. Смотрите, уже все видно. И даже можно сказать, что в принципе можно катать. Друзья, но это же другое дело. Посмотрите, как круто. Солнце, свет, очень красиво.
все наверху, ну, стоит этого. Что, будем ждать наверху? Look at this, guys. Это просто очень круто. Про качество на турецких горнолыжках. Качество подъемника очень крутое, с подогревом, большие на 8-6 человек. Cable cars или кабины, гондола вообще, то есть уровня австрийского как минимум. Особенность на самом деле курорта этого в том, что, наверное, первая половина дня очень хорошая светлая погода, и то только наверху, а уже где-то к обеду начинает стягивать, опускается туман, опускаются облака. Вот, но пока еще неплохо, но сзади уже начинает стягивать. Очень много школ. Мне, честно говоря, напоминает это Альпы. Здесь на самом деле достойно. Хорошее качество снега, широкие трассы, отличные подъемники. Поэтому на самом деле я рекомендую. Друзья, ну, собственно, следующая остановка — это Каппадокия и наш отель Best Western Premier. Очень классное место. Это, кстати, входило в наш тур. Мы взяли 2 ночи в отельчике на горе, а здесь мы сейчас в Каппадокии Best Western Hotels. Такой формат очень-очень исторический, интересный. Вот так выглядит ресепшн. Вот так, друзья, выглядит город Каппадокия. Поднялись на верхнюю точку. Михаил, Да, мы завтра катаемся на шарах? я еще не знаю. Мы живем на 2-м этаже, здесь очень круто, очень прикольно. Сейчас вам покажу, как это выглядит. Здесь у нас будут жить борды. Кстати, камин. Вау. А здесь кладовка. Ага, 3 наши кровати, телевизорчик, ванная, душевая кабина, очень большая. Друзья, вот так это все выглядит. Ну, достаточно прикольно, как мне. Для людей, которые просто едут покататься, либо с семьей, поверьте, это круто. Турецкие отели, они правда дают качественный сервис. Ребят, если не попали на погоду в Каппадокии и не полетали на шарах, не расстраивайтесь. Здесь очень много классных исторических таких мест, где можно посмотреть и архитектуру, и образование, и вообще глянуть на такой вью, очень много вьюпоинтов. Вот смотрите, мы здесь самостоятельно занимаемся скалолазанием и нашли такую пещерку. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вон сзади меня, видите, вход. И мы начинаем. Вау. Вот так вот все здесь происходит. То есть реально жили люди. Старый город, новый город. В общем, так выглядят эти самые дома в этих скалах. Тут несколько этажей. Сейчас я вам покажу, как это происходит. Это у нас этаж номер 2. Это следующий этаж. Ради этого стоит приехать, точно. Поверьте, это круто. Друзья, доброе утро. У нас утро в Каппадокии. Сегодня день, когда мы уже выезжаем в аэропорт и летим домой. Это был прикольный тур. Мы провели практически 3 дня в Эрджиес, на горе катались, и 1 день в Каппадокии. Конечно, с погодой нам не очень повезло в Каппадокии. Тут туман, и если утром не очень хорошая видимость, то шары не поднимают. Поэтому заранее думайте о том, когда лучше сюда приехать, чтобы, например, попасть именно на воздушные шары. Если вы хотите увидеть город в целом и в общем, и, например, посмотреть на те же горные образования, но просто со стороны смотровых площадок, это тоже вполне возможно. Я вам настоятельно рекомендую сплитить эти 2 тура, тем более мы могли 2 дня побыть за те же деньги в Эрджиесе и на 1 день поехать в Каппадокию. Ну и немножко про саму Каппадокию. А мы приехали сюда буквально за 1-1,5 часа. Вчера вечером мы погуляли по городу и фактически
хотели сегодня утром подняться на шарах и посмотреть на город сверху. Но погода здесь меняется, достаточно сильный бывает туман, и либо ветер, и шары не взлетают. С нами произошла такая же ситуация, и мы сегодня не покатались. Но мы не отчаялись и реально походили по городу, посмотрели все то, что можно увидеть сверху. Вот так вот исключительно полазили по этим пещерам, посмотрели на это со стороны. Это тоже того стоит, поэтому я рекомендую соединять эти туры совместные. Например, брать несколько дней в Эрджиесе, в Кейсарии и, например, 1-2 дня в Каппадокии. Что, немного вам расскажу про Airkeys каяк. Мы реально были приятно удивлены качеством сервиса, хорошее турецкое, правда, питание. А алкоголь не был включен у нас в стоимость, это за дополнительную плату, но при этом при всем были включены ежедневные трансферы к подъемнику от нашего отеля, ежедневно отправлялись каждые 10 минут, при этом при всем дойти пешком можно было за 7-10 минут. Теперь самое главное, что касаемо трасс. Трассы все подготовлены, достаточно качественные. Мне они чем-то напомнили даже австрийские Альпы по ширине дорог, по качеству снега в том числе. Но есть один большой минус. Если вы попали на плохую погоду, если вы чувствуете, что опускаются низко облака и поднимается ветер, то каталка у вас будет под вопросом. Но есть и плюс. Курорт расположен таким образом, что полностью весь маршрут из нескольких подъемников и там десятка трасс соединяется между собой. При этом при всем, если вдруг с одной стороны плохая погода, то с другой стороны, как это было у нас, светит солнце и все прекрасно. Касаемо интертеймента, на самом деле все как на горнолыжном курорте, какого-то слишком серьезного интертеймента вечером нет. В отеле поют местные музыканты, вы можете поиграть в настольные игры, как это делали мы, можете пообщаться с друзьями. Для тусовщиков рядом есть отели, в которых проходят вечеринки. Днем в этих же отелях проходят пироль-барчики, это все достаточно интересно. Еще важный момент, в стоимость входят скипасы. Скипасы на все практически виды горок, на все виды трасс, они включены в ваш пакет. Ребята, которые приезжали не турово, а просто так, они самостоятельно покупали эти скипасы. Мне кажется, это не совсем рентабельно, потому что, в принципе, за 4 дня, не знаю, 450 евро вместе включено со всем, полностью, с переездами, как бы это недорого. Тур также входил и в перелет багаж и ваше оборудование. Мы летели со своими бордами, соответственно, мы за это дополнительно не доплачивали. Тот, кто летает постоянно со своим оборудованием, знает, что это на европейских рейсах минимум плюс еще 70-80 евро за дополнительное оборудование. Трансфер, кстати, в аэропорт тоже включен. Ну что, друзья, это был обзор горнолыжного курорта Эрджиес в Кайсере. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, делитесь в комментариях о вашем экспириенсе. И до встречи в следующем выпуске. Ребят, я на самой горе, здесь ничего не видно. Ничего не видно, ничего